Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам про первый беззеркальный среднеформатный фотоаппарат Hasselblad X1D. А то мы тут все какие-то ведем обсуждения кропов 20-летней давности. Они, конечно, очень интересные, мне очень нравятся. Также у некоторых дебилов на постоянной основе случается инфаркт жопы, когда я обозреваю какую-нибудь камеру из системы микро 4/3. Ну да ладно, я, в общем, как уже сказал, за разнообразие. И поэтому у меня на моем канале, так как спектр моих интересов очень широк, весьма разнообразные классы фототехники представлены. Тут уверен, если вы давно смотрите, вы видели прекрасно, что есть у меня и всяческие компакты с матрицами 1 на 1,7, то есть примерно такого размера, как у среднестатистического телефона. Также и средние форматы тут у меня на канале присутствуют, как и в данном случае. Потому как я считаю, что разговаривать в принципе о фотографии, привязывая себя и ограничивая какими-то техническими параметрами типа размера матрицы, это максимально тупо. Например, полнейший дебилизм, как я наблюдаю, например, на некоторых других каналах, в том числе русскоязычных, когда, например, автор берет и гребет под одну гребенку все полные кадры, какие существуют за все время, и берет там под одну гребенку, гребет все камеры той же микро 4/3 и начинает их зачем-то сравнивать. Хотя это просто реально очень тупо. Если ты какие-то сравнения ведешь, что тебе надо брать камеры определенного года выпуска для определенных каких-то своих задач, чтобы понимать, решает она эти задачи или нет. В общем, каждая конкретная камера по-своему хороша для человека, который умеет фотографировать. Поэтому в рамках этого обзора, а точнее просто моих таких впечатлений о камере, я не буду сравнивать Hasselblad с обычным каким-нибудь фуллфреймом, потому что это не совсем релевантно и тоже, опять же, немного глупо. Хотя, конечно, здесь матрица не то чтобы прям очень крупная, 33 на 44 миллиметра, это такой средний формат условный, современный цифровой, в принципе, считающийся нормой. Примерно со 100% вероятностью набегут в комментарии сейчас же какие-нибудь деды с седыми мудями, которые начнут мне рассказывать про то, что я что-то не принимаю в среднем формате и так далее. Откуда им знать, в общем, на какие камеры я и что, и сколько я наснимал кадров. Конечно же, всем понятно, кто наблюдает более-менее за моей деятельностью, а не рандомно ткнул на этот ролик, что на пленочный средний формат я немало поснимал, да и сейчас периодически, иногда бывает, если очень сильно захочется, могу поснимать. Но по большому счету, средний формат на пленке сейчас мертвый из-за того, что пленка просто невероятно дорогая, и в баню. В общем, все эти небольшие дисклеймеры у меня сводятся к тому, что чаще всего я камеру Hasselblad буду сравнивать все-таки со средними форматами такого же примерно типа, метящими в ту же примерно аудиторию от Fujifilm, то есть это будет GFX 100, например, на который на канале есть также обзор, у которого и фазовые датчики имеются, и матрица на 100 мегапикселов, и стабилизация есть. Тут понятно, что Fujifilm за счет таких всех примененных технологий будет круче, хотя цвет там, такой себе. Его тоже можно накрутить при желании, понятно. И, конечно, что более разумно, сравнивать я все же буду чаще всего Hasselblad X1D с Fujifilm GFX 50R, который тоже у меня обзор есть на канале. GFX 50R я считаю абсолютнейшим просто куском дерьма, ужасным высером, просто отвратительная камера, полная параша. Она, конечно, показалась не абсолютнейшим убожеством, потому что у нее вообще ничего хорошего нет. У нее и фокус херовый, и цвет дерьмовый. Единственное, что управление более-менее удобное. В остальном, честно, нахер надо. Сегодняшнюю камеру для обзора мне предоставил также мой подписчик. Поснимал я на нее всего лишь несколько дней, так что здесь будет не столь доскональный обзор там со всех сторон и ракурсов этой камеры, как мне хотелось бы, но все-таки свое впечатление за те несколько дней, которые я ее использовал, я смог сложить, какие-то мысли у меня складные в голове появились, поэтому видео это и записываю. Так что подписчику моему большущая благодарность за
предоставленный Hasselblad, потому что я, так как стараюсь все-таки покупать все камеры за свой счет, сам за свои деньги, которые обозреваю, чтобы не зависеть от производителя, чтобы говорить то, что я думаю, а не то, что от меня хотят. Такую покупку я бы, конечно же, сам не потянул. Так что еще раз большущее спасибо. Вы, кстати, можете поддержать канал, помочь его развитию совершенно спокойно, перейдя по ссылке, вот внизу в описании будет, на Boosty. Ну и прежде чем мы приступим непосредственно уже к обзору самой камеры, позвольте сначала коротенько описать историю фирмы Hasselblad. Потому как это все-таки первый Hasselblad у меня на канале, будет интересно. Компания Hasselblad & Co. была основана аж в 1841 году, и занимались они поначалу только исключительно торговлей, то есть они импорт, экспорт и так далее, то есть такими вот торговыми крупными сделками, и никак не были связаны с фотографией. Однако сын основателя заинтересовался фотографией и создал специализированный фотографический отдел. Так, чисто по приколу, на самом деле не для прибыли, просто ему нравилось снимать и иметь доступ к фототехнике. А уже в 1888 году Hasselblad стали официальным дистрибьютором продукции Eastman Kodak. И они вполне себе успешно открывали фотосалоны по всей Швеции. И лишь во время Второй мировой войны в Hasselblad создали свой собственный первый фотоаппарат. В 1940 году военно-воздушные силы Швеции попросили сделать Виктора Hasselblad, как человека, который явно был связан с фотографией и фототехникой, попросили создать его для них фотик для аэрофотосъемки и для воздушной разведки. И тогда он организовал в Гетеборге мастерскую по разработке, собственно, фотоаппарата в одном здании с автомастерской Saab. И вместе с автомеханиками они разработали среднеформатную Hasselblad камера тип HK7. Чуть позже штат они расширили и выпустили еще также тоже для аэрофотосъемки камеру с еще более крупным форматом кадра 12 на 12 сантиметров Hasselblad SK-A4. Всего вот этих всех камер было произведено несколько сотен штук. Это был реально штучный товар, собранный вручную и чисто для военных целей. То есть, в принципе, это не было каким-то продуктом для масс-маркета, скажем так. И в это же время примерно они еще также, кстати, занялись производством часов. После войны компания также начала производить помимо часов еще и слайд-проекторы, и, что довольно неожиданно, для меня, по крайней мере, почему-то автозапчасти для автомобилей Saab. В 1946 году был разработан первый прототип фотоаппарата для гражданского использования. Он был такой в простеньком квадратненьком деревянном корпусе и назывался Rossex. А все техническое устройство, все механизмы проектировал как раз-таки дизайнер компании Saab Сикстон Сассон. Уже в 1948 году появился первый серийный фотоаппарат Hasselblad 1600F. Он представлял себе достаточно стандартную однообъективную зеркальную камеру с шахтой и фокальным затвором, о чем как раз сигнализировала буква F в конце названия. А цифра в названии указывала на минимальную возможную выдержку, то есть 1/1600 секунды. Инновацией же у этой камеры была ее модульная конструкция, то есть ты мог менять задники с фотоматериалом, ты мог вставлять такую заглушечку, я объясняю тем, кто никогда не снимал на средние форматы какие-нибудь с модульной конструкцией. Вставляешь заглушечку, чтобы у тебя ничего не засветилось, снимаешь, собственно, вот этот блок, задник, ставишь другой задник с другим фотоматериалом. Это позволяет тебе, во-первых, менять пленку, допустим, ты снимал на ЧБ, захотел поснимать на цветную, пошел дальше снимать на ту, менять светочувствительность у пленки, менять формат кадра, например, то есть тебе, например, надо 6 на 4,5, у тебя до этого 6 на 6 было. В общем, я думаю, вы поняли. Это было прикольно, инновационно для тех лет, очень интересное решение. До этого почему-то никто особо не додумывался так сделать. Естественно, потом все так стали делать. Мами и Броники и прочие вот эти все ребята, они точно такие же конструкции стали применять. А по умолчанию там стоял, естественно, задник на 6 на 6. В 1957 году был выпущен Hasselblad
500C, у которого уже не было шторно-щелевого затвора в самой тушке, но при этом имелся центральный затвор, встроенный в объективы. Помимо того, что это просто необычное конструкторское решение, это также позволило и снизить себестоимость производства, что впервые за все время существования вот этого фотоподразделения сделало его хоть сколько-нибудь рентабельным. Ну, потому что если ты на голом энтузиазме создаешь вручную очень маленькими тиражами крутые камеры, это, ну, никоим образом не окупается. Это ты делаешь чисто для души, по большому счету. Подрядчиком для создания новой серии объективов со встроенным центральным затвором Synchro Kampur стали Carl Zeiss. А с 1962 года НАСА использовала камеры Hasselblad в своей лунной программе. Так, например, появился Hasselblad 500 EL. У него отсутствовала какая-либо открытая шахта, не было никакого видоискателя. Ну, это объясняется очень просто. Ну, человек, когда находится в безвоздушном пространстве, в скафандре, да еще в огромном шлеме, визировать он, ну, никак не может. Поэтому тут как бы на глаз ориентировались примерно, там, куда попали, снимали вслепую. Ну, вот как я стрит-фотографию снимаю примерно. Я шучу, конечно, но реально снимали, по сути, от груди, от пуза. У них вот здесь была закреплена вот в этом месте примерно камера, и человек, приблизительно ориентируясь, потому что он видит, ну, делал снимки. Немножко наугад, на самом деле. Ну, также для космических целей был доработан и упрощен механизм смены кассет. Ну, то есть ты, опять же, в безвоздушном пространстве их не так-то просто в толстенных перчатках менять. То есть там просто был какой-то слайдер, и, насколько я понял, из описания технических характеристик, то есть там щелкнул буквально там пальцем, у тебя она отскочила, следующую вставил. Все было очень сильно упрощено. И также этот Hasselblad стал первым средним форматом, у которого был электропривод и автоматическая протяжка кадров, что, ну, да, наверное, революционно для 60-х годов можно было считать. Ну, потому как, опять же, если ты отщелкал какой-то кадр, то тебе его вручную прокрутить было невозможно в больших перчатках скафандра. Так что самые первые снимки высадки впервые человека на Луну были сделаны как раз-таки на Hasselblad. Вот такой был самый первый снимок, сделанный Армстронгом уже на поверхности спутника Земли. Да, это просто мешок с мусором и ножка модуля. А вот тут Базз Олдрин натоптал. Но есть и не такие дурацкие снимки, а прям реально красивые, как, допустим, с восходом Земли над Луной или отстыковывающийся модуль Орел. Конечно же, после такой рекламы фотоаппараты Hasselblad стали считаться там просто супернадежными образцом качества, но они возымели действительно серьезную популярность в среде профессионалов. Можно даже в каком-то смысле сказать, что Hasselblad стали, по сути, с того момента синонимом среднего формата. Хотя, конечно, другие производители тоже делали абсолютно прекрасные шедевральные фотоаппараты. Ну, а сейчас я в этом своем историческом описании сделаю серьезный скачок по таймлайну, потому что, пожалуй, скипнем с вами довольно скучные приключения бренда в 70-е и 80-е, когда, ну, передавалось из рук в руки компания, менялись ее владельцы, туда-сюда гонялись акции. И вот эта вот вся хрень, она совершенно никак не связана непосредственно с фотографией, поэтому про нее можно просто умолчать. Скакнем мы с вами сразу до 1997 года, когда совместно с Fujifilm Hasselblad сделали серию довольно прикольных панорамных фотоаппаратов X-Pan. Ну а уже в 2002 году была запущена совершенно новая линейка камер Edge System. В 2004 году начали выпускаться цифровые задники для еще старых пленочных фотоаппаратов, но там, честно говоря, были не особо они такие серьезные, на 16 мегапикселов всего, и размером 37 на 37, то есть там серьезный кроп-фактор имелся. Полноценно в цифровую эру Hasselblad вступили с выходом первого фотоаппарата H1D, который в то же время стал и первым нормальным уже цифровым средним форматом. Не просто задником для старой пленочной камеры, а прям полноценным фотоаппаратом, разработанным уже специально под цифровые задачи
изначально. В фотоаппарате была установлена очень крутая, интересная CCD-матрица от Kodak на 39 мегапикселов. Также тогда у них и появился свой RAW-формат под названием 3F, про который мы с вами позже поговорим, когда дойдем до уже непосредственно обзора картинок. Ну а как мы знаем, к концу нулевых у Kodak дела уже пошли так достаточно плоховато, так что в дальнейшем, да и в принципе и сейчас ничего не изменилось. В современных фотоаппаратах Hasselblad стоят камеры производства Sony. Ну, конечно же, в данном случае они калибруются индивидуально специалистами, а не просто их пихнули в корпус, тяп-ляп и готово, как это сделали в том же Fujifilm, насколько я понимаю. И, кстати, результатом довольно плотного такого сотрудничества с Sony стал выпуск нескольких оригинальных и довольно занятно выглядящих камер, таких, например, как Hasselblad Lunar в 2012 году, основанный на Sony Nex 7, и Hasselblad Stellar в 2014 году, основанный на, опять же, Sony RX100. Ну а в 2016 году появился как раз-таки наш сегодняшний герой Hasselblad X1D. Он разрабатывался параллельно вместе с камерой H6D. Он использовал тот же самый задник 33 на 44 мм на 50 мегапикселов, соневский, который до этого использовался также еще в 2015 году у Pentax в их камере 645Z. Но позднее, очевидно, этот же сенсор использовался и у Fujifilm GFX 50S и GFX 50R. Что занятно, связи с космическими технологиями Hasselblad и по сей день не утратил, потому как, например, новые объективы для их вот этой новой системы делает подрядчик компания Nitto. Компания не то чтобы на слуху для каких-либо обывателей, но специалисты, я думаю, понимают, о чем я говорю, потому что эта компания, она же делает, например, объективы для спутников японского агентства аэрокосмических исследований. Из последних спутников известных, таких, которые хотя бы немного на слуху, у которых к тому же установлена также оптика этой компании, это Hayabusa 2, который полетел к астероиду Рюгу в 2014 году. Ну и понятно, что в самом начале, когда система стартовала, там было, по-моему, они выпустили 3 объектива, и все достаточно темные, для того, чтобы использовать старую еще оптику с другой системы, был выпущен также адаптер XH. Ну и, очевидно, объективы с зеркальной системы, так как компенсировался тут у тебя рабочий отрезок, прекрасно у них все работало, и автофокус, и диафрагма, и все электронно между собой дружило там. В 2017 году стало известно, что контрольным пакетом акций Hasselblad сейчас завладел крупный китайский производитель дронов и стабилизаторов DJI. Мне эта компания очень нравится, очень импонирует. Они действительно делают очень качественную продукцию. Я немало что из них вещиц использую. Как дроны, так и стабилизированные камеры. Например, Osmo Pocket я юзал раньше для таких лайтовых расслабленных влогов. Сейчас пока что не юзаю временно. Ну, в общем, видите, как хитро все повернулось. Шведский бренд, делающий средний формат, сейчас, по сути, ну, как бы им властвует китайская компания DJI. Это неплохо, это очень даже здорово, я считаю, потому что денег у них реально до хрена, чтобы в Hasselblad вливать. Ну и в целом интересно вообще посмотреть на результаты их таких коллабораций. К примеру, на DJI Mavic 2 Pro уже на камере красовалась надпись Hasselblad. Очевидно, оптическую схему для этой камеры разрабатывали они. Ну, там стоит соневская матрица на 20 мегапикселов, 1-дюймовочка, стандартная, такая же, как в RX100. Также Hasselblad сейчас сотрудничает еще и с китайским тоже брендом BBK. Так что на свежих смартфонах под брендом OnePlus можно увидеть тоже их логотип. Ну что ж, когда мы пробежались по такой витиеватой и с немалым количеством поворотов истории фирмы Hasselblad, давайте теперь уже поговорим непосредственно про саму камеру. Повествование я стараюсь всегда структурировать, поэтому для начала мы посмотрим, как камера управляется и как она лежит в руках. Камера, конечно, крупная, потому что здесь довольно большая матрица, но в целом она даже, наверное, ну, в общем, мельче, чем некоторые полнокадровые беззеркалки современные. То есть, ну, по габаритам она реально невелика, при этом она, в общем-то, легенькая, весит немного.
И у нее довольно удобный хват. Здесь такая ручка очень крутая, она выступает и сзади достаточно так сильно, и спереди очень глубокая, и в толстых перчатках ее удобно использовать. То есть, ну, в руке лежит прям прекрасно. Вот, прям берешься, как угодно можно там перехватываться, так, пониже, повыше. То есть, она прям, ну, очень хорошо лежит. К хвату никаких вопросов у меня не возникает, как и к материалам изготовления. Камера, конечно же, пылевлагозащищенная, в этом классе это как бы по умолчанию все. Сделана она из алюминиевого какого-то сплава, ну, то есть, тут прям видно, что это такой алюминий. Издалека на фотках, да, она там выглядит, наверное, как-то немножко глянцево, пластиково, игрушечно, но вот когда ты ее в руках держишь, прямо ощущаешь то, как вот все эти грани сделаны, как это все выглядит. Тактильно, короче говоря, она прям замечательна. И хват. У нее здесь они не стали изгаляться, делать какую-то под кожу текстуру, еще какие-то такие извращения. Нет, здесь прям такая вот резина, рифленая, в таком современном дизайне, как, не знаю, там, как какой-нибудь самолет. Ну, то есть, тут вот прям реально очень хороший, современный, интересный и грамотный дизайн. Резина это очень сильно прилегает к руке хорошо, не скользит ничего, нет каких-то шершавых здесь поверхностей, как у Fujifilm на некоторых камерах, как раз на среднеформатных, вот у GFX100 я прям жаловался, там был очень неприятный материал. Здесь мягонькая, уютная такая резина, которая хорошо лежит в руке. Ну, а сейчас поговорим уже про управление. Что касается управления, тут, конечно, все очень минималистично, про это тут много не расскажешь, но, тем не менее, я сейчас немножко камеру в руках покручу, покажу вам, где тут какие кнопочки, что за что отвечает. Ну, во-первых, здесь есть вот такая серебристая на углу кнопочка, она отвечает за фиксацию байонетного крепления. Вот объективчик такой вот у меня, я использовал 45 миллиметров, что в эквиваленте 35 миллиметров получается, для полного кадра было бы, короче, 35-очка. Вполне комфортная фокусная. Вот здоровенная матрица, никаких шторок, конечно же, тут нет, потому что затвор находится в объективе по хассельбладовской такой традиции. И что прикольно, мне понравилось то, как здесь байонет устроен. Ну, во-первых, он здоровенный. Тут есть где матрицы гулять, поэтому в будущих камерах, у которых появилась сейчас уже стабилизация, это вполне разумное решение. Здесь, к сожалению, стабилизатора на матрице нет, и в объективе тоже нет. Ну, это не так важно. Это все-таки камера для неторопливой съемки, там особо не паришься насчет этого. Мне понравилось, что у них ровно в середине находится вот эта красная метка, ровно в середине здесь на объективе это находится, то есть ты их совмещаешь. Не как на других камерах, где-нибудь она там сбоку, в стороне, где-то под каким-то градусом находится от оси камеры, а вот четко посередине, точно не ошибешься, когда объектив надеваешь. Объектив, кстати, тоже классно сделан, из очень хороших материалов, здесь очень хорошая резинка. И он, кстати говоря, когда фокусируешься, довольно сильно выдвигает свой тубус, туда-сюда он немножко ездит, потому что здесь все-таки контрастная система фокусировки. Ну, ощущается в руках, когда достаточно тяжелые крупные линзы туда-сюда резко начинают скакать. Также спереди еще одна кнопочка есть, вот здесь находится, это репетир диафрагмы. Здесь на этой камере он реально актуален, потому что здесь диафрагма тоже прыгающая, то есть, ну, если тебе там глубину резкости надо оценить, то есть смысл этой кнопкой воспользоваться. Ну и подсветка автофокуса. Я, конечно же, как у всех камер, ее выключил, но здесь, так как контрастный фокус, лучше в потемках, если собираешься что-то снять, все-таки заюзать подсветочку. Конечно же, здесь на верхней такой скошенной грани выгравирована надпись Hasselblad. Сверху ничего нет особо с этой стороны. Ну, здесь горячий башмак, само собой. Кстати говоря, да, за счет того, что здесь затвор центральный отрабатывает со вспышками, камера вообще все выдержки, какие только можно. Дальше все достаточно просто с правой стороны в плане кнопочек. Очень красивая и тактильно приятная, кстати говоря, отличается материал от того, какой у корпуса. Вот этой кнопки, она такая не скользящая, шершавенькая. И цвет также отличается, такой интересный, я даже не знаю какой это, такой как латунный что ли цвет, просто классный. Потом здесь идет колесо выбора режимов, оно утоплено в корпус, то есть чтобы тебе его поменять, нужно нажать и потом уже покрутить. Если нужно снова убрать, то
просто снова нажимаешь, и оно и пропадает. По мне так неплохой механизм, такой интересный, но не знаю, это просто скорее как прикол, потому что у большинства камеры тоже его случайно не собьешь. Здесь просто в середине кнопку, как правило, делают для фиксации этого колеса. А рядышком находятся две кнопки переключения между автоматической фокусировкой и мануальной. В принципе, расположены удобно. Пальцем до них удобно дотягиваться, они недалеко. Вторая кнопка — это ISO и баланс белого настраивать можно. Ну и последняя кнопка сверху у нас — это кнопка включения. Мне, честно говоря, не очень нравится ее расположение, потому что, ну, когда ты держишь камеру вот так, тебе надо как-то вот так, что ли, ее нажать. Ну, то есть как-то изъявнуться или второй рукой перехватить. Короче, мне это не очень нравится. На самом деле, она, ну, как-то совсем не на месте находится. Могли бы, по большому счету, сдвинуть вот это вот колесо сюда, сделав эту штуку шире, может быть, или сюда, например, да, то есть, ну, в принципе, оно здесь с краю не особо нужно. Даже если бы оно было вот здесь в середине, было бы по барабану. А кнопку включения как раз на его место куда-нибудь поставить, то есть, чтобы, ну, вот здесь, если уж ты хочешь кнопку сделать, а не рычажок. Ну, я с дизайнерами там, шведами спорить не собираюсь, бог с ним, сделали и сделали, просто говорю, что так не очень удобно она расположена, было бы круче, если бы она была в другом месте. Ну да ладно. Здесь, кстати, также есть еще выгравированная надпись X1D Handmade in Sweden, то есть действительно камера собиралась вручную, и это ощущается, качество исполнения просто отличное. И раз уж мы про кнопку включения поговорили, камера включается охереть как долго. Вот смотрите, я сейчас на кнопку нажал, здесь загорелась красная кнопочка, рыжая, здесь заставочка, буква H появляется, мы ждем, я вот сейчас базарю. Камера включается, вот просто включается, чтобы стартовать, начать снимать, где-то от 7 до 10 секунд. Не знаю, честно говоря, от чего там зависит, но довольно долго, это прям жесть как долго. То есть сейчас любая камера включается мгновенно, прям, ну, меньше чем полсекунды требуется любой камере, там 0,3 секунды в среднем. Вот такое длительное включение, это, конечно, жесть. Но, с другой стороны, это же все-таки средний формат, тебе, ну, не нужно куда-то там, как правило, торопиться, когда ты на него снимаешь. Благо, есть тут такая штука, можно увести камеру в спящий режим. Не длинное нажатие на кнопку выключения выключает действительно камеру, а короткое просто уводит ее в спящий режим. То есть она ничего не делает, там просто прозябает в гибернации какой-то, потом просто быстренько короткое нажатие снова делаешь и можешь снова снимать. Это очень удобно, я так ходил несколько часов, у меня батарея не разрядилась. То есть, ну, они грамотно, в принципе, сделали в этом плане. Поняли, что есть какая-то слабость, ее как могли, так решили. Ну, я так думаю, по крайней мере, шел у них ход мыслей. Также здесь очень удобно расположены колесики управления. Спереди колесо и сзади колесо. Все без каких-то там непонятных изысков. Оба колесика тоже не скользят, они так имеют мелкую насечку, прорезиненные, приятно крутятся, приятно щелкают. Сейчас у меня, например, стоит приоритет диафрагмы, соответственно, диафрагму я меняю здесь у меня экспокоррекция. Все вот как надо. Экранчик у камеры довольно крупный, но у него разрешение очень маленькое, 920 тысяч точек. В принципе, этого достаточно. Он хорошо откалиброван, у него приятная цветопередача, он прям очень точно показывает то, как ты снял. По цветам, по всему, там, по экспозиции. Яркости у него довольно большой запас. Тут у меня сейчас стоит средняя яркость, и его просто за глаза хватает. Можно еще выкрутить, там будет вообще. В яркий солнечный день он слепнуть не будет, очевидно. Я снимал, правда, только в пасмурную погоду, поэтому не могу гарантировать, но похоже, вот по моим ощущениям, что хороший экран, прям очень приятный, хоть и разрешение маленькое. Но что вот мне прям не понравилось, это электронный видоискатель. Он здесь всего лишь на 2,4 миллиона пикселов, что для среднеформатной камеры с 50 мегапикселами, в которой прям важна резкость, ну, маловато, прям скажем. Для 2016 года сделаем скидку, камера все-таки вышла очень давно уже. Еще терпимо, но уже в то время у многих камер, даже и не среднеформатных, были разрешения и получше, и повыше, и, в принципе, цвета были поприятнее. Здесь мне не понравилась какая цветопередача у видоискателя. Если очень критично, в солнечный день, возможно, тебе как-то надо будет там визировать, можно им воспользоваться. Но я пользовался в основном экранчиком, на нем картинка отображается гораздо приятнее, чем тут. Здесь вот информационный экран, если тебе там надо что-то снимать, ты нажимаешь, быстренько у тебя включается Live View. Но если тебе надо зайти в меню, можешь нажать сюда и зайти таким образом в меню. Или вверх просто смахнуть. Здесь очень хорошее тач-управление.
Меню максимально примитивное, в нем очень крупные значки. Ну, здесь все можно так понемножечку настроить. То есть тут каких-то невероятных настроек нет. То есть вот, как видите, очень крупные такие надписи. Прямо не промахнешься. Короче, меню классное, оно простое, в нем не запутаешься, нет никаких ненужных функций, потому что большинство вещей можно сделать уже на постобработке. В самой камере не обязательно там какие-то уж тонкости настраивать. Камера настолько в автоматическом состоянии какие-то вещи делает хорошо, что это просто не парит. Ну, прям реально, камера просто делает за тебя очень много вещей. Ну, когда мы про картинки будем говорить, я уже более детально расскажу. Ну, плюс еще расскажу про их родное приложение для обработки RAW-файлов. Оно тоже прикольное. Ну, и кнопочек здесь не густо. Рядом с экранчиком они. Никакой крестовины нету, как видите. Все рассчитано на то, что ты будешь управлять тачем. Минус у этого есть в том плане, что ты зимой, если снимаешь, например, в перчатках теплых, ну, ты не сможешь нажимать нормально, придется перчаточку снять. С другой стороны, тебе так часто уж менять какие-то настройки радикально не приходится. Один раз я вот настроил и больше в меню особо не заходил. Так что такая сомнительная проблема. А кнопки рядом с экраном здесь такие. Это play, вот эта кнопка, собственно, просмотр отснятого материала. Здесь дисплей, вот эта кнопка, квадратик означает. Ну, то есть ты можешь там поменять внешний вид, там, рамку какую-то поставить или еще что-нибудь, уровень вызвать и прочее. Звездочка, я не помню, что он там делает, на нее можно, кстати, запрограммировать какие-то функции, я не помню, что сейчас стоит. Крестик, ну, соответственно, отмена, и вот эти вот этот бургер, или как там, 3 полоски, это вызов меню или выход из него. Ну и последние 2 кнопки, это AL и AFD, ну, то есть автофокус, блокировка и блокировка экспозиции. На правой грани у камеры ничего нет, на левой грани находятся здесь все важные самые разъемы. Сверху, где буквка H, вот этот разъемчик отодвигается, защелочка тут есть. И здесь двойной слот для карт памяти. Можно сюда вставить 2, например, там на одну писать RAW, на другую JPEG. Можно сделать, чтобы там, по мере заполнения сначала на одну, потом на другую писалось и так далее. Ну, то есть, на всякий случай, забэкапиться тут можно. 2 карты – это хорошо. А внизу здесь находятся разъемы mini-HDMI, USB Type-C и для наушников и микрофона. 2 разъемчика, 2 джека присутствуют полноценных. Ну, говорят, камера пишет неплохое видео. Я, честно говоря, не экспериментировал видосы на такую камеру, не стал снимать. Мне интереснее гораздо ее фотовозможности. Снизу прекрасно сделано штативное крепление. Здесь такая площадка, она ровно по оси объектива. Все металлическое, все шершавенькое. Ничего скользить, скорее всего, не будет, если поставить на штатив. И также здесь есть батарейка, она сделана на манер таких батареек, которые я вам уже показывал у Leica Q, например, или у Leica SL. То есть она, здесь такой механизм, отжимаем, батареечка не выпадает, как видите, у нее здесь блокировочка есть. Нужно слегка на нее нажать, и тогда можно будет вытащить. Она также здесь резиночка есть, защищена от влаги, не боитесь, то, что здесь нет какой-то крышечки. Ничего, влага никакая не попадет, влагозащита присутствует в полной мере. Такая, в общем-то, камера в руках лежит гораздо лучше, чем Fujifilm, управляется гораздо проще, чем Fujifilm, никаких лишних тут крутилок в ретро-стилистике нету, все наоборот, максимально современное. И давайте уже перейдем, собственно, к картиночкам. Добыть картинки с камеры оказалось не так просто, как я думал. В первый день съемки я снимал RAW плюс JPEG, чтобы в полной мере оценить, как камера генерирует изображение. И когда я непосредственно скинул уже файлы себе на компьютер, я обнаружил, что почему-то, при том, что у меня в камере стояло максимальное качество JPEG-ов, почему-то они были не 50 мегапикселов разрешением, а 24. Я, честно говоря, так и не понял, в чем тут прикол, это баг или фича, так задумано, может быть. Но мне было лень разбираться, меня больше все-таки в любом случае RAW интересовали. Ну и я принялся смотреть, чем их обрабатывать, какими приложениями открываются они. И вот тут я был опять же раздосадован, потому что мое любимое приложение Capture One
к большущему сожалению, не открывает 3F формат. Опять же, непонятно, это сам Hasselblad зажал и не хочет делиться секретиками, или просто не хочет с ними Capture One дружить. Обычно, насколько я понимаю, Capture One сами производители предоставляют профили камер для того, чтобы они могли использовать их предустановки для того, чтобы генерировать конвертацию вот эту всю. Так что, скорее всего, это именно Hasselblad в компанию Capture One свои наработки не предоставляет, потому что это все-таки является их прямым конкурентом на рынке средних форматов цифровых. Ведь Capture One разрабатывает компания Phase One, если вы вдруг не знали. Но что интересно, в то же время богомерзкий Lightroom открыл такие файлы 3F. Там такой абсолютно ублюдский профиль подгрузился с убогими дженерик цветами, что просто кровь из глаз, так что его нахер. Так что пришлось скачать родное приложение Hasselblad Focus и в него уже все импортировать и там заниматься настройкой и конвертацией файлов. Я вообще-то не любитель родных приложений, потому что, как правило, они довольно скудные по своим настройкам, довольно кривые, медлительные, заторможенные, и у них вообще часто интерфейс как будто для каких-то инопришеленцев. Также я дико огорчился тому, что, например, вот это приложение Focus, его можно было бы использовать, допустим, для удаленного управления с телефона, установив его туда, но оно ставится только на компьютер или на айфоны. Android вообще оно не поддерживает. Я не знаю, видимо, в понимании Hasselblad человек с андроидом не может себе их камеру купить и захотеть ее управлять удаленно. Ладно. Но вот сама прога, вот этот фокус, которая поставилась на компьютер, оказалась реально крутая. Я был просто шокирован тем, что картинка, которая туда выгрузилась, она была, вот абсолютно такая же, как я видел в видоискателе, плюс-минус такая же, кстати, как и в JPEG была с моими настройками. Прога выгрузила из камеры файлы именно с таким цветом, как мне хотелось бы увидеть. И я был очень приятно удивлен. Также эта прога оказалась и с вполне себе удобным набором инструментов. В принципе, более-менее все, что необходимо тебе для обработки картинки, там присутствовало. Конечно, не Capture One и даже не Lightroom, но уже очень даже к ним близко. В общем, приятно меня эта программа удивила. И словами не передать, как я был удивлен, когда увидел охуенные цвета, которые эта камера выдает. После абсолютно уродливого, накрученного, мерзкого цвета Fujifilm это был просто как глоток свежего воздуха. И вот в такой момент, когда ты выгружаешь картинки на компьютер и смотришь на них на нормальном, крутом, откалиброванном мониторе профессиональном, как у меня, ты понимаешь, в чем прелесть 16-битного RAW, это во-первых, и во-вторых, ты понимаешь, зачем, собственно, каждую матрицу Hasselblad на производстве также калибрует перед тем, как ее в камеру засунуть, и они добиваются действительно вот прям безупречного, отличного цвета. Тональные переходы на картинках, любых, даже самых заурядных, просто тончайшие, прямо идеальные. Единственное, что да, конечно, файлы при этом очень немаленькие, они весят там от 75 до 130 мегабайт, примерно плюс-минус в таком вот диапазоне, в зависимости от сложности сцены, которую ты снимаешь. Да, я тут сейчас распинаюсь, конечно, про цвет и все такое, и при этом не показываю каких-то высокохудожественных сейчас снимков. Уж извините, я поснимал просто какой-то трешачок у себя на районе, а то помню, как мне в обзоре GFX 50R там предъявляли какие-то гомосеки, что я супер художественной какой-то картинки им тут не снял. Я считаю, что если ты снимаешь какую-то заурядную картинку повседневную, просто ты идешь там, не знаю, в пятерочку и снял срущего бомжа, и при этом у тебя вызывает восторг то, какой цвет у камеры, и как было тебе интересно ею пользоваться в этот момент, это гораздо более наглядно для обзора, нежели снять какую-то невероятную бьюти-съемку, заперевшись в студии. Такую съемку можно сделать, в принципе, вообще на любую камеру, хоть на мобильный телефон, если ты нормально выставил цвет и потом картинку отредактировал.
И вернемся к цветам. Что здесь я, собственно, вижу? Вижу я, что камера передает картинку очень реалистично, что мне действительно сильно нравится. Она цвета не приукрашивает, она не делает их какими-то гиперболизированными, какими-то слишком мощными, ничего не подкрашивает, никуда не уводит. Картинка при этом не нейтральная. Она именно такая, плюс-минус, как я ее глазами увидел, от чего я реально охерел. То есть я вот картинку как видел, так камера ее и сняла. Там, наверное, я не представляю, какие там у них переменные при проявке вот этих RAW, сколько там их, десятков тысяч, наверное, этих переменных при дебайеризации происходит. Но с цветом они обращаются просто великолепно. При этом я, естественно, снимал все время в автоматическом балансе белого, опять же, да, чтобы понять, как себя камера ведет. И снимал я в довольно сложных условиях, постоянных таких сумеречных, каких-то пасмурных. Обычно в такую погоду многие камеры, там, особенно при вот таком обилии снега, где я снимал, уводят куда-то в синеву немножко этот снег. Нифига, здесь всегда вот то, что должно быть белым, остается белым. Автоматика камеры справляется просто великолепно. Чего нельзя сказать про автоматическую фокусировку. Автофокус здесь только контрастный, и он охереть какой медленный. Но, опять же, он хоть и медленный, но довольно точный. И он, хочу отметить, что шустрее, чем у первых Fuji. Что довольно интересно. Я думал, что Fuji все-таки сделают фокус получше, но нет. Здесь он, во-первых, и попадает чаще, и несколько шустрее все-таки гоняет линзы туда-сюда. С таким страдальческим фокусом, в принципе, можно даже и кое-какой стрит снять. Скин-тона, как видите, тоже весьма достойные получаются, так что я думаю, что на эту камеру можно прекрасно снимать какие-либо портреты, бьюти, фэшн, ну, какие-то такие вот вещи антропоцентричные. Единственное, что, наверное, да, репортаж на Hasselblad ты не поснимаешь, все-таки автофокус полное дерьмо, да и камера включается несколько секунд. Ну, в общем, для репортажа это точно не годится, это ей противопоказано. Ну, если ты снимаешь на пленере, допустим, в яркий день могут возникнуть все-таки сложности с минимальной выдержкой. Здесь она, насколько я помню, 1/2000. И если ты на открытой дырке будешь снимать, естественно, у тебя камера не сможет отработать это, у тебя будет или пересвет, или еще какая-нибудь херня. Ну, в общем, да, если ты захочешь поснимать портреты с бокешечкой, то тебе, наверное, придется использовать ND-фильтр на этой камере. Светосильных стекол у Hasselblad я не сказал бы, что прям как-то много. Может быть, парочка, наверное, на которую действительно можно получить какую-то бокешку. Но подобная многомегапиксельная фототехника, она покупается, ну, совсем не для съемки портретиков, каких-то няшных файнартовских. Нет, нахер это нужно. Такая техника покупается для серьезной вдумчивой работы, для съемки там на закрытой диафрагме с хорошо поставленным светом в студии, или там, допустим, где-нибудь, если ты выходишь на пленер, поснимать там пейзажи, какие-то вот что-то подобное, или там макро, но в любом случае ты снимать будешь это на закрытой диафрагме, со штатива, и тебе, в общем-то, там вот эта вся светосила особо не нужна. Такие камеры все же используются для получения максимального количества деталей, а не для того, чтобы превратить картинку в сопливую кашу. Для
целей получения бокешки в данном случае, наверное, все-таки подошли бы какие-то обычные фуллфреймы. Ну, объективно это так, потому что на фуллфреймов огромное количество очень светосильных стекол, там 1.2, 1.4, ты открываешь дырку, при этом на очень многих из них картинка не становится ужасной на подобной диафрагме, и можно это отредактировать и вполне прилично снять. Хотя и высокая детализация с Hasselblad иногда играет злую шутку, как и на фуджах, у которых нет сглаживающего фильтра. Здесь можно получить действительно такой вот неприятный эффект муара. Но на некоторых кадрах я его наблюдал, там в ветках особенно где-нибудь или на каких-нибудь повторяющихся структурах, он все-таки присутствует. Не то чтобы его много, не то чтобы он очень сильно заметен, это можно увидеть только если заниматься уж совсем каким-то пиксель-дрочевым, но тем не менее муар тут есть. Ну и также немаловажно упомянуть, что такой крупный сенсор с таким большим количеством мегапикселов, он, естественно, склонен будет у тебя к микросмазам, так что он очень ограничен по длине выдержек, также снимаемых с рук, потому что тут придется, скорее всего, использовать для получения максимального качества всегда штатив. Я всю дорогу снимал с рук, мне вообще похер. Ну, я просто поставил автоматическое ISO и выдержку ограничил 1/125 секунды. Чтобы длиннее не было ничего, иначе получается у тебя реально жесткие микросмазы. Хотя несколько раз я снимал и на 1/60 с рук, и вполне себе неплохо там все получалось. С ISO тут тоже довольно интересная история, потому как средние форматы никогда не разрабатывались для того, чтобы снимать на высоких ISO. Изначально вообще использовали всегда там вот эти CD-матрицы с прекрасной цветопередачей, но шумящие. Здесь же матрица более современная, соневская, CMOS. Ну и как на любой камере, в принципе, существующей сейчас на рынке профессиональной, до ISO 800, что на микре, что на фуллфрейме, что на APS-C, на всех картинка очень чистая, никакого там прям уж вопиющего яркостного шума нет. Здесь то же самое. На 1600 ISO уже шум вполне заметен, но он не оказывает особого влияния, все-таки он мелкий, и он не мешает детализации, и цвет никак не корежит. Пожалуй, потолком удобоваримого вида я бы назвал, наверное, ISO 3200 для этой камеры. На нем, конечно, шума уже прям очень много, и он уже начинает детали подъедать, но при этом ничего прям супер критичного там с картинкой не происходит. Дальше уже, конечно, мрак, и я бы выше не стал поднимать ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах. Также еще отмечу, что, скорее всего, на актуальных современных фуллфреймах на этих же показателях ISO картинка была бы чище. Ну, возможно, за счет каких-то ухищрений, возможно, из-за каких-нибудь встроенных шумодавов, там, неотключаемых тайных каких-то манипуляций с файлами. Но, тем не менее, на условной там Sony A7 Mark III картинка на 3200 выглядит чище. Но, опять же, повторюсь, средний формат никогда не был про высокий ISO. Это как бы не важно, по большому счету. При том, что да, пожалуй, здесь заметнее шумы при повышении чувствительности, чем на фуллфреймах, но при этом у тебя динамический диапазон гораздо медленнее скукоживается, чем на полном кадре, а на базовом ISO 100 он здесь, в общем-то, мало чем отличается. Тут 14,5 стопов, это не какой-то рекордный показатель, он ничем особо не выделяется. Сейчас у любой более-менее камеры, ну, кроме там микры, наверное, плюс-минус такой же динамический диапазон. У микры там 13,5 примерно, то есть, опять же, не сильно меньше, на ISO 100 там будет. К сожалению, у меня не было возможности выехать куда-то на природу и поснимать молочные реки с кисельными берегами. Ну, потому что в Санкт-Петербурге сейчас отвратительная погода, бесконечный снегодождь, какая-то грязь, слякоть и говнище, поэтому вообще по улице ходить не особо приятно. Не то, что выехать в лес и там завязнуть где-нибудь в болоте. Зато я очень много поснимал в Эрмитаже, и здесь камера тоже отлично себя показала, потому как
точность цветов и отличный автоматический баланс белого мне очень понравился как раз вот в части такой, как съемка архитектуры, съемка какого-то интерьера, съемка произведения искусства. Он прекрасно передает цвета картин, статуй, ничего особо не искажая. Автоматический баланс белого, ну вообще при съемке вот этих интерьеров со сложным смешанным освещением вел себя очень хорошо. Пожалуй, только один единственный снимок у меня получился, где я смог свести его с ума, где внутри помещения была очень теплая лампа накаливания, а на улице было при этом пасмурно, и поэтому получилась вот такая вот некрасивая картинка. Один косяк баланса белого на 1000 снимков, я считаю, это отличный показатель, в то время как, например, те же камеры среднеформатной Fujifilm обсирались просто жидкарем на постоянной основе. То есть ты снимаешь, у тебя там 1 из 10 снимков нормальный, наверное, на Fujifilm по балансу белого и по цветам. Здесь абсолютно противоположная ситуация. Скорее, 1 из 1000 у тебя херовый снимок, а остальные все прекрасные. Ну а бакешечку на стекло, которое я использовал, напомню, это 45 мм f4, что ну, в эквиваленте там примерно 35 мм получается. Получить можно только если снимаешь что-то в упор. Ну и могу сказать, что для любителей макро, пожалуй, да, эта камера тоже отлично подойдет. Деталей огромное количество, цвет опять же очень приятный. Но уж тут скорости автофокуса хватит вообще за глаза. Тем более большинство макрушников вообще им не пользуются. Они вручную все равно сфокусируются. Ну, если подводить итоги, то Hasselblad X1D мне очень понравилось. Пожалуй, из-за того, что у нее самый лучший цвет, что я пока что видел вообще среди всех камер. Да, камера медлительная, она отвратительно долго включается, отвратительно долго фокусируется. У нее спорный интерфейс немножко, там явно много над чем можно поработать. И динамический диапазон у нее не то чтобы прям там вызывает какие-то невероятные восторги, он обычный абсолютно по современным меркам. Также остро не хватает стабилизатора для избежания микросмазов при съемке с рук. При этом этой камерой, блин, ею весело пользоваться. Мне было приятно на нее снимать. Она прикольная, она интересная, и она маленькая, она легкая. Ее абсолютно легко кинуть в любой рюкзак, взять с собой, пойти что-то снимать. Это не какая-то громоздкая конструкция, она тебя не обременяет. Она в какой-то мере удобная тоже за счет того, что у нее какие-то моменты, да, в интерфейсе спорные, дурацкие, там тач-интерфейс такой странноватый немножко, но, тем не менее, это тоже прикольно, интересно, потому что необычный подход и очень крутые цвета для меня, пожалуй, искупают все ее грехи. Камера не является очень уж прям универсальной, она не подойдет для всего на свете, ее невозможно будет использовать для многих задач, в том же репортаже, например, но она прекрасно решит профессиональные задачи в области там съемки пейзажей, интерьеров, бьюти-съемки, какой-то рекламы. Для портретиков наверняка тоже подойдет, если ты снимаешь постановку. Камера, в общем, незаурядная, интересная, у нее есть куча каких-то прикольных черт, которых я ранее не встречал. И после того, как я ее попользовался, мне реально захотелось попробовать какие-нибудь Hasselblad со старой матрицей кодека на 39 мегапикселов CCD-шный. Потому что, ну да, я такой извращенец, я тяготею к старым цветам из нулевых, вот этих вот ретро-камер. В 2019 году Hasselblad выпустили камеру X1D Mark II, у которой были исправлены очень многие недоработки и косяки первой модели, а в прошлом году, в 2022, они уже выпустили прям реально прорывную X2D 100C
Вот эта камера уже обзавелась фазовыми датчиками, то есть фокус явно стал сильно шустрее. Ну, матрица там такая же, как у GFX 100 на 100 мегапикселов. И стабилизатор тоже здесь завезли. Также попутно они еще выпустили и новую линейку более светосильных объективов, что тоже круто. Вот за такой камерой я бы уже, наверное, просто побежал бы в магазин, если бы я был миллионером, конечно. А еще чуть раньше они выпустили довольно прикольную, ну, по сути, по характеристикам такую же, как камера, про которую мы сегодня разговариваем, но с модульной конструкцией, более компактную, Hasselblad 907X. Ну, а самый первый, беззеркальный средний формат X1D, про который я сегодня рассказывал, мне очень понравился. Я понял, почему люди считают, что Hasselblad это нечто особенное. Это действительно очень интересный экспириенс, это очень крутая камера, но, конечно же, с огромным количеством недоработок и косяков, которые хочется ей простить. Ну, я надеюсь, что мое мнение об этой камере вам было интересно, так что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу вообще средних форматов цифровых, есть ли в них какая-то вообще целесообразность, если хотите, могу уже на основе такого небольшого опыта сделать видео по данной тематике. Всем хороших снимков и до новых встреч. Пока.